Приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу рассказать, как я выращиваю фиалки зимой на подоконнике. Что нужно, чтобы фиалочка не пропала зимой, чтобы на нее никак не отразился этот холодный зимний период, фиалочка не начала загнивать. Давайте начнем с самого главного и самого первого фактора в уходе за фиалкой — это полив. Самое главное — зимой фиалку не залить. Нужно смотреть всегда по состоянию фиалок перед тем, как вы начинаете полив. На окне у меня фиалки растут на верхнем поливе. На фитиле именно зимой на подоконнике я их не держу. На стеллаже, на фитильном поливе они могут расти в любое время года, а вот в сильные морозы у нас все же прохладно для фитиля. Вода остывает и есть шанс загнивания корневой. Воду они поглощают менее интенсивнее, чем весной-летом. Испаряется медленнее вода, дольше фиалки стоят влажные. Поэтому на подоконнике у меня верхний полив в холодное время года, осенью, зимой. Весной и летом я опять их могу перевести на фитильный полив на подоконнике. Как понять, что фиалка нуждается в поливе? Как ее не залить? Самое главное. Например, по весу горшка или вот стаканчика, смотря в чем вы выращиваете, приподняв горшок по весу, если он тяжелый, то фиалка еще не нуждается в поливе. Поливать ее еще рано. Если горшок легкий, то пришло время ее поливать. Или же просто пальчиком на ощупь, буквально на 1 сантиметр, можно сверху попробовать грунт, влажный он или уже просох. Так вы поймете, нуждается фиалка в поливе или нет. Второй момент, не менее важный, это проветривание. Тоже такая частая распространенная проблема, из-за которой могут начаться какие-то заболевания и проблемы с фиалкой, это именно проветривание. Очень внимательно к этому нужно относиться. Если очень холодно за окном, сильные морозы, я в этот момент не проветриваю. Холодный воздух может нанести вред, охлаждается земляной ком, фиалка начинает заболевать, корни страдают, загнивают, листва страдает, начинает темнеть, и фиалку с легкостью можно потерять. Когда температура немного поднимается, не так уже прохладно, можно немного уже проветривать. Если фиалок немного стоит на подоконнике, можно снять даже на это время их с окна, так будет еще лучше. Или же чем-то прикрыть сверху, чтобы поток прохладного воздуха напрямую на них не попадал и не нанес вред. Это как вариант. Также, если у вас холодный очень подоконник и даже на верхнем поливе фиалочки загнивают, то подоконник можно утеплить. Не можно, а даже нужно его утеплить. Как это сделать? Из чего это сделать? Ссылочку оставлю под видео внизу, кому интересно. Что касается полива, именно полива, какой водой нужно поливать фиалочки? Поливаю я их всегда теплой водой зимой. Я уже об этом рассказывала не раз. Я ставлю воду на батарею, и она всегда теплая. В любое время я могу ей воспользоваться.
очень удобно. Это вам на заметку, может кому-то пригодиться. Не нужно ее постоянно подогревать, не нужно терять время. Поставил на батарею, как раз там 2 дня она отстаивается примерно. И уже теплой отстойной водой поливаются фиалочки. Если нужно добавить удобрения, то в такой вот воде оно как раз очень быстро растворяется и очень удобно. Удобряю я фиалочки 1-2 раза в месяц на верхнем поливе, не больше. Что касается температуры, то менее 18 градусов быть не должно, нежелательно. При низких температурах фиалка начнет болеть, может появиться и мучнистая роса, и серая гниль, и любые другие грибковые заболевания, и фиалочка просто погибнет. 18-25 градусов самая оптимальная температура. Иначе фиалка затормозится в развитии, и ей тем более будет не до цветения. Это в лучшем варианте. В худшем случае, как я уже сказала, фиалка просто погибнет. Насчет освещения, без него фиалка нормально цвести не будет. У меня, например, на подоконнике нет искусственного освещения. У меня светлый подоконник, и фиалки хорошо себя чувствуют на нем в плане цветения. Им хватает на этом окне освещения, поэтому зимой тоже цветут. Пусть не так обильно, как весной, но все же зацветают. На стеллаже я подсвечиваю их 12-13 часов искусственного освещения. Этого достаточно. Вот это основные моменты в уходе в холодное время года. На этом я буду заканчивать, друзья. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, если вам было полезно это видео. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Впереди много интересного. И до новых встреч. Всем пока!